Добрый вечер, дорогие друзья. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы до сих пор со мной смотрите мои видео. Огромное вам спасибо. И во-вторых, более 70% моих зрителей, они смотрят мои видео, но не подписаны. И поэтому я прошу вас, ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Это не так сложно сделать. Просто нажать на подписаться и все. Ну и если у вас сегодня хорошее настроение, можете и лайк поставить, в принципе, и написать комментарий, да. А еще не забывайте про вот этот VPN. Это людям из России, потому что сейчас в России какие-то проблемы с YouTube, я так понял, поэтому этот VPN, он стоит недорого, поэтому, да, покупайтесь и пользуйтесь. И давайте продолжим. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, если вы вдруг тут находитесь впервые. Меня зовут Наталья, я являюсь профессиональным учителем по вокалу, а также профессиональной певицей. И сегодня я буду делать реакцию по вашей просьбе. И я не знаю, что произошло и почему я раньше не послушала эту песню и не сделала реакцию, но вот так вот получилось. И сегодня я буду делать реакцию на одну из его песен, которая называется «Олимпико». Она довольно популярная. И он выступил с этой песней год назад. Ну, лучше поздно, чем никогда, да? Я очень взволнована и рада, и жду не дождусь послушать эту песню, потому что очень много людей подняли шум вокруг этой песни, и я хочу узнать, что же в этой песне такого. Но перед началом убедитесь, что вы подписаны на меня, чтобы не пропускать мои переводы, конечно же. Bigger than mine. I mean,
Это было очень драматично и в то же время очень впечатляюще. Когда я слушаю Димаша, я всегда жажду услышать от него что-то оперное, что-то полностью классическое, потому что именно в этом случае вы можете увидеть его полный потенциал. Не то чтобы его другие песни не были такими, просто эта песня была полностью классической, она была открытой и очень уязвимой. И то, как он преподнес и спел эту песню, это было просто очаровательно. И это одна из тех песен, которую легко запомнить. В принципе, не надо запоминать текст песни. И именно в этой песне можно было почувствовать очень много драматичности. Давайте на секунду забудем о его голосе и поговорим о его выступлении, о том, как он ведет себя на сцене. Все, что он делал, выглядело так театрально. Все было так шикарно, все было так идеально, все было на все 100%. И я думаю, что именно такого выступления и требует такой жанр. Он как бы не выступает ради того, как бы правильно выразиться, он не выступает только для того, чтобы выступить, он выступает для того, чтобы было зрелищно, он делает это на все 100%. И в его пении участвует все, его голос, его душа, все-все. И все, что окружает его, это рефлекция красивой музыки, которую он поет. И он полностью находится в своем персонаже. И он точно находится в своем послании в этой песне. В каждом его шаге, в каждом его движении была мысль, и это можно было понять. В общем, у всего того, что он делал на сцене, была своя причина. А теперь давайте вернемся к его голосу. Боже мой. То, что он делал в этой песне, это самый идеальный пример того, как нужно петь, особенно для оперных певцов. И если вы вдруг классически натренированный человек, который поет, то это было бы вам интересно. И, кстати, в этой песне произошло кое-что очень интересное, и в мире есть несколько людей, которые могут делать то, что он делает. Значит, он начал песню с очень красивого грудного голоса. Там было очень много текстур. Потому что у его голоса много граней. А мы называем грудной голос грудным, потому что звук резонирует вот тут, в груди, понимаете? А потом, бац, он переключается на свой головной голос. И он использовал свой головной голос безо всяких усилий. А потом, в третьей части, он сделал очень красивый микс своего грудного и головного голосов. Он перемешал глубокие тона с высокими тонами своего головного голоса. И это было так красиво наблюдать за этим. И то, что он делает такие вещи, показывает нам, что он является мастером и низких, и высоких, и тех нот, которые находятся между ними. Когда он поет, вы можете видеть, как он подготавливает себя к высоким нотам. Знаете, у всех есть свой диапазон, и у всех есть именно тот момент, где они должны сделать переключение в своем голосе и немножко растянуть связки. Допустим, для нас, певцов, наш инструмент — это наши голосовые связки и воздух, который выходит и заходит. И наше дело заключается в том, чтобы не мешать этому воздуху выходить и заходить своими мышцами. И именно в том месте, там, где резонирует этот звук, должны быть изменения. И у всех это по-разному. И рабочей схемой для Димаша является этот почти зевок, скажем так, всасывание зевка. А потом, когда он перешел в эти высокие-высокие ноты, он поменял свой звук на более передний звук, более назальный. Он в буквальном смысле пронзает эти ноты. И вот это его наклонение немного вперед и позволило ему с такой легкостью взять эти высокие ноты. И последнее, но не менее важное, как оперный певец, в этой песне можно заметить, как хорошо Димаш выравнивает классные звуки. И жаль, что я не могу достаточно уделить внимание этому, потому что это очень важно. Что означает выравнивание гласных? Во-первых, есть вот такие гласные. И именно с этими гласными голос начинает сиять. Здесь наш голос начинает вытворять чудеса. Мы же не можем петь с согласными буквами, правильно? Там к, ш, ц, т. Здесь звук останавливается, поэтому. И поэтому в мелодичных песнях и в опере очень важно правильно выравнивать гласные, чтобы они звучали гладко, мягко, как легато, да?
И поэтому мне очень сильно понравилось, что он все держал в этом, скажем так, куполе, в этом высоком таком пространстве. И он очень гладко выровнял все эти звуки. Они не звучали как А, И, О, У. Наоборот, они звучали как... И его рот всегда был круглым, и, точнее, овальным. А также он был немного приподнят. И такие вещи можно заметить, если вы певец, и можно сказать, что он это делает специально. Ну, вообще, я могу говорить об этом часами и часами. И, честно сказать, мне понравилась эта песня. Я просто люблю эту песню. Я очень удивлена, что я раньше не посмотрела и не послушала эту песню.